Extreme Elements Bot Running. Всем привет! Начинаем новый стрим. Начинаем его с рекламы. Первое впечатление должно быть эффектным. Расскажите о себе с помощью уникальной визитной карты Эго. Просто покажите собеседнику QR-код или поделитесь ссылкой на карту. Ваш собеседник сможет одним нажатием добавить в свою телефонную книгу ваши контакты и ссылку на карту. Карта содержит сведения о владельце, кто он, чем занимается и чем может быть полезен. Личные контакты, образование, биографию, тематический набор фотографий и ссылки на социальные сети, а также информацию о компании или бизнесе владельца карты, включая реквизиты и ссылку на оплату, ссылки на сайт, социальные сети и другие значимые ресурсы компании. Контакты компании, телефон, имейл, адрес и мессенджеры. И ссылки, где можно сразу проложить маршрут к офису. Карта Эго доступна на разных языках. Она отлично выглядит на любом устройстве. Все это делает карту Эго уникальным инструментом для поддержания контактов и успешной работы. У меня есть много знакомых, которые пользуются до сих пор визитными карточками. Почти у всех обычно разной дороговизны картонные прямоугольнички. Двое только сделали себе визитки, где с одной стороны имя, фамилия, с другой QR-код и надпись «Задай вопрос». Человек сканирует смартфоном этот код, попадает на форму, сначала заполняет свои данные, потом вопрос, а потом данные своей банковской карты. Причем неважно, напишем там 1 рубль, 100 рублей, 100 тысяч рублей. Как только перевод произошел, у человека сразу же в почтовый ящик падает письмо, в котором написан этот вопрос. И, соответственно, сумма, сколько задонатили. Ну и, как говорю, прожить можно? Ну, прожить вряд ли получится. Ну, чисто так. На сигаретки хватает. Но там человек занимается серьезным рекламным бизнесом. Поэтому, думаю, запросы у него тоже совсем другие. Ну да ладно. Что касается вот этих эго-карт, полазил по сайту, что посмотрел. Мне понравился, ну да, там есть самые дешевые варианты, подороже, очень дорогие. Ну, не очень, но дорогие. И мне понравился один вариант, где к этому вашему, ну, грубо говоря, обычные мультисылки. Ты заходишь через интернет на страницу, и на этой странице все написано. Еще там есть пластиковые карты. Прикладываете ее к телефону,
и в телефоне автоматом появляется новый контакт со всеми вашими данными. Вот это прикольно. Ну, ссылка на экране была, на YouTube под видео будет, поэтому сходите, посмотрите, может быть, вам тоже что-нибудь понравится. Теперь потихоньку, полегоньку перейдем к темам. Сбор на микрофон закончен. Ну, как видите, голос стал немножко другим. Время от времени будет пролетать какое-то подвизгивание. Но пока что я с этим борюсь. Приобрел кабель XLR USB. Как я оказался прав, просто раньше продавались за 50 рублей отдельно USB, отдельно XLR, а теперь все вместе, но подороже. Но осталось еще куча всякого разного, и последний донат пришел вот буквально за 10 минут до стрима. Поэтому я всем премного благодарен. Но посмотрим, что будет дальше. Вполне возможно, что-нибудь еще приобретем. Мой дзен прекратил жить. Без уведомления, без объяснений причин, он был просто-напросто взят и удален. То есть, если теперь перейти на его страницу, то там мы ничего не увидим. Страница 404. А бот, который пересылал все записи из моей телеги именно в Дзен, каждый день ругается о том, что надо подключить, а то что-то как-то не идет. Посмотрим, попробуем. Ну, все, что касается Яндекса и свободы измышления, у меня всегда было под большим-большим вопросом. Люди слишком Европу ориентированы. И им кажется, что если у них там плохо, то должно быть и у нас еще хуже. Дзен вообще учебная платформа, если разобраться. Ну да, ты написал пост, а его показывают сотни тысяч по всему миру. Только из-за того, что они нужны браузер установить. Ну, хорошо. Показали им. А они взяли и не стали подписываться, лайкать и прочее, что там надо делать. Ну и чего? Все. Лучше сразу зарегистрировался, хоп, сразу 100 подписчиков. Один пост написал, хоп, сразу еще 100 лайков под него. И так потихоньку, полегоньку сымитировали бурную блогерскую деятельность, а потом бы рассказывали, какие они умные, сильные и смелые, делают такую важную для России вещь. И вот здесь стоит в очередной раз сделать кувырок в сторону кричащих во все горло обычных граждан, которые орут, что надо YouTube заблокировать, надо это заблокировать, то заблокировать, все это западное, импортное, нам это не надо. Сделайте сначала что-нибудь, чтобы работало. Вот на днях бот ВКонтакте написал мне целое сообщение о том, что пользуюсь ли я какой-то там платежной системой их не ВКонтактской.
Не хочу ли я пройти анкету и получить возможность еще больше денег переводить? Да хорошо, давай пройдем. Выясняется, что нужно подтверждение, то, что аккаунт мой. Не моего личного аккаунта, а аккаунта паблика. Заполнил все формы, отправил. Ой, ваш этот самый паблик не нуждается в авторизации. А что тогда ко мне пристали? И вот как ни крути, а почти все, почти везде именно так. Можем? Можем. Делаем? Ну, как получится уже. Работает? Скорее всего, только со слезами на глазах. Ну, на Дзен, если честно, я никаких надежд не возлагал. Ну, как-то так. Нету его, и хрен с ним. Немножко еще с ботом повожусь, может быть, какой-то был глюк, может быть, еще что-то. А может быть и нет. Многие просили сделать расписание, когда будут выходить посты, стримы на Бусти. Ровно точно тогда же, когда и все остальное. Если хотите, чтобы вот прямо вот в секунду вас оповестили, зайдите на YouTube, найдите стрим, подпишитесь, галочки, колокольчики, бубенчики, стопочку огненной воды, и все будет хорошо, все будет нормально, вам от YouTube будет приходить уведомление, что вот, на, смотрите, стрим начался, пора идти на стрим. А вы уже хотите, идите на стрим, на YouTube, хотите идти в Контакт, на ВК Play, ну или на Бусти. Кстати, вот такую штуку я забыл проверить сегодня. Тебя плохо слышно. Ну что, будем стараться, чтобы было слышно лучше. Бусти? Ну, с Бусти проходит. Да по большому счету их хватит. Так. С этим ОБС замучился уже возиться. Все сделал, настроил, сделал запись, послушал, все хорошо, все нормально. Компьютер выключил, через день, два, три. Запустил, опять думаю, проверю еще разок. Начинаю проверять. И то же самое, все с нуля. И то же самое, все с нуля. Сейчас еще относительно терпимо. Ну и в завершении темы про Бусти. Вот так поверну еще. Появилась третья подписка. Раньше была подписчик без телеги, подписчик с телегой, теперь появился подписчик стример.
Что это будет означать? Вы подписались и сообщили мне, например, что на следующий стрим хотите вместе со мной поучаствовать. Я вам, разумеется, это еще раз скажу, но вы просто-напросто делаете трансляцию, которая будет доступна только для обладателей ссылки. И эту трансляцию отправляете мне. В оговоренное время я ее включаю, ну, примерно чтобы посмотреть ленту Инстаграм, мне не нужно брать телефон и там искать. Я просто без всяких рекламы, без всего открываю страницу. Так как вы смотрите мой стрим, вам будет все слышно. Так как я буду слышать вас, ну, в принципе, и все остальные тоже услышат. В данном случае, да, был неудачный вариант. Там и так звук, мягко выражаясь, хреновый. А в этот раз будет, вернее, в следующий раз все зависит уже от вас. Поэтому подписки теперь 3. Ну и все, переходим к вопросам, которые вы задавали. Первый вопрос идет таким: получат укртанки? Если честно, меня вот эта ситуация вообще никак не сильно не беспокоит. Перед тем, как посыпать голову пеплом и искать яму поглубже, чтобы туда зарыться, погуглите и найдите количество танков, количество артиллерии, количество всякого разного военного, ну, в смысле техники, что было у Украины на начало конфликта. Потом поищите, вся эта информация есть в свободном доступе, поищите, сколько ее осталось. Ну хорошо, им дадут еще 100, 200, 300 танков. Разумеется, все эти танки убьют и мирных, и наших военных, ну и своих военных тоже. Кричать о том, что мы эти тигры-леопарды шайтан трубой на раз-два сожгем, ни разу стрельнуть не успеть, я не буду. Повезет — сожгете. Не повезет — он вас перемолит в землю, живьем вмотает. Тут ж, как говорится, как карты ляжут. Но то, что у нас пока что намного больше и танков, и авиации. Единственное, что мне во всей этой ситуации не нравится, хорошо, танки едут из Польши, например. Почему все дороги, все мосты, как обычные пешеходные, железнодорожные, автомобильные, любые мосты, лежит бревно через речку, включая его. Почему они еще лежат? Почему их не разбомбили? Ну вот не будет переправы. Как танк попадет на ту сторону? Это надо какие-то специальные погрузчики, перевозчики, баржи, еще там, не знаю, как все это называется, понтоны настраивать. Но ведь их тоже можно будет разбить. Хорошо. Установить там свое ПВО. Но чтобы установить его там, его нужно сначала откуда-то убрать.
Вы постреливаете и туда, и в то место, откуда его убрали. Не зря же его просто так охраняли. И просто-напросто взять у какой-нибудь компании, ну, например, Франция поставит какие-нибудь танки, к примеру, просто к примеру, и взять какую-нибудь французскую компанию, просто-напросто выкинуть из России, оставив все ее имущество, конфисковав его, и громко заявить о том, что так и так, в связи с тем, что вы являетесь страной-террористом, незаконный переворот на Украине поддерживаете, снабжаете людей, которые убивают других людей, но уже мирных, мы с вами не хотим работать. Макарон потом занервничает, заволнуется, обзвонит всех там, еще кучу всякого разного наделает. Но главное во всей этой фишке, что остальные уже подумают. А может, ну его нахуй. На мой взгляд, это будет какой-то относительно равноценный шаг. А переживать за то, что теперь мы точно перейдем красные линии, они перейдут красные линии, мы все вместе хором перейдем красную линию, они туда, а мы сюда. Они спонсоры терроризма, не спонсоры терроризма. Это просто надо что-то сказать, и вот человек что-то говорит. Это все пустое. А так, уже, наверное, с каждой трибуны по 10 раз сказали, что у нас идет война с Европой, с Америкой. Просто пока что вместо армии НАТО они запустили тараканов из Украины. Но если идет война с ними, воевать нужно с ними. И все. На мой взгляд, проблема будет решена. Одного напугать, вернее, одним напугать, а остальные уже подумают, а стоит, не стоит, а может мы как-нибудь, как это. У нас работает параллельный импорт. Пускай у них тоже будет работать. Мы будем поставлять нефть, газ в Китай, а нефть, газ из Китая по цене в 2 раза дороже, пускай идет им. Но они как уже сами придумают. Если, конечно, газ и нефть вся в Китае не останется. Мы же не можем чужому государству говорить, что ему и как ему делать. Как-то так, собственно. Борьба с Слепаковым и похвала Высоцкого. Слепаков написал какую-то песню. Честно послушал, не зашло. Себе в медиатеку ее скидывать не стал. Но кого-то она по понятным причинам сильно возмутила. И вот его этим признать, тем признать, этого лишить, того лишить. Ребят, вы определитесь, вы будете лишать и наказывать, или просто подождете, когда специальная войсковая операция закончится, и назад его пригласите. А то все сейчас кричат, он такой плохой, а потом окажется раз, да, просто испугался, просто меня заставляли, вы меня вообще не так поняли. И все скажут, да, конечно, именно и так мы тебя неправильно и поняли. И будет дальше песня петь.
А то, что похвалили Высоцкого, так это у Высоцкого просто юбилей был. И, кстати, кому интересно, погуглите, от чего Высоцкий умер. И вот те же самые люди нахваливают песни господина Высоцкого. И я не спорю, у него много хороших песен, даже в моей медиатеке, правда, в исполнении не Высоцкого, а других исполнителей. У них, мне кажется, немножко лучше получилось. Те же самые песни, те же самые слова. Ну вот смотрите, вот у нас есть Торчок, он хороший. И есть Торчок, он плохой. Тот ругал предтечу нашей страны, а этот ругает нашу. И вся разница. Посмотрим через 70 лет, или сколько там Слепакова осталось. Вспомнят о нем через год, 5, 10. А так, если честно, надо что-то сказать, поэтому это и сказал. Гудок-старший попал на развод по телефону. Во-первых, мне кажется, что весь этот развод по телефону был придуман самим Гудковым. Ну, хорошо, он живет уже очень давно в Европе. Зачем ему хранить, поддерживать баланс на российском телефоне? Он планирует в ближайшее время вернуться? Навальный с Яшиным не передали ему, что будет за это? Или ждет какой-то внезапной революции? Но если вдруг так просто предположить, допустить, представить, что какая-то внезапная революция начнется, здесь еще лет 10-15 делать нечего будет. Да, это ладно, вот мы здесь. Нам деваться некуда. Но он-то там. Зачем ему русская сим-карта? И какой дурачок, обзвонщик службы безопасности банка. Он не видит, какой номер. Не знает, что там, кто там, как там. Когда подобные придурки мне звонят, они меня по имени-отчеству называют. Ну или хотя бы просто по фамилии. А тут позвонили Гудкову, и я не говорю, что его по голосу не узнаю. Ладно, я сам этого Гудкова по голосу не узнаю. Но просто спутаюсь чешский номер и российский номер, плюс 7 и плюс Месси, это уже все. Человек устал. Ну и Гудков прогнал какую-то пургу, что вот, смотрите, предупреждают, надо туда, надо сюда, выяснить, где бомбоубежище в Москве, то да все. Удачи, попутного ветра в спину. Пригожин позвал Гиркина на фронт Вагнер. Это просто очень-очень интересная история. Некоторое время назад Гиркин опубликовал сообщение о том, что да, он ушел на фронт, но его побоялись отправить на передовую. И он там какое-то время в тылах пооколачивался и обратно в Москву приехал. И теперь там живет и орет из каждого утюга, что смотрите, специальная военная операция Тросрана. Я бы поступил вот так. Поэтому
Вагнеру Пригожин господину надоело, и он ему заявил, что приезжай. Ну, в принципе, собственно, можно немножко послушать, что он думает, что из этого выйдет. Телефон Трошева ему передали. Насколько мне известно, он сделал один звонок, пока ни о чем не договорились. Уверен, что Стрелков поведет себя, как законченное ссыкло. Как будет обстоять дело дальше? Трошев пригласит его в Луганск. Там он попадет на стандартную процедуру совет командиров. Только по совету командиров возможно стать на любое командное звено, даже в составе отделения. На совете командиров, озлобленных на него, пару десятков человек, скажут ему: уебок, ты зачем сюда приехал, тварь ебучая? Потом зададут вопросы: зачем ты, сучонок, сдал Славянск? Расскажи, как ты брал деньги, тварь поганая, у Ахметова, для того, чтобы сбежать из него. Расскажи, как ты бросил пацанов, гаденыш. И все остальные вопросы. Вероятнее всего, на этом жизнь Стрелкова не закончится. Но вопросы будут заданы. Без них никак. Ведь он идет в коллектив, где каждый должен прикрыть спину товарищу. Этот человек не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью. Поэтому вопросы будут. Если все-таки командиры согласятся его оставить, а это случится только в том случае, если я скажу ключевое слово, его отправят в тренировочный лагерь, где если он начнет буксовать, ему эти вопросы будут задаваться еще и еще раз, возможно, с пристрастием. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, там, где он должен будет доказать свою надежность. А останется жив, я пожму ему руку. Попробует сбежать, поссу на его лицо. Погибнет героем, похороним с почестями. Собственно говоря, вот такая перспектива работы в ЧВК «Вагнер» у Стрелкова. Есть и второй вариант. Прийти как обычный штурмовик, пройти отбор как обычный штурмовик, обучение как обычный штурмовик и воевать как обычный штурмовик. День за днем, подвиг за подвигом, отстаивая свое место командира отделения, штурмовой группы или другие квалификации и возможностям и авторитету места. А авторитет, могу честно сказать, среди бойцов ЧВК «Вагнер», да и почти среди всех бойцов, которые сейчас на Донбассе, не ниже плинтуса, а ниже городской канализации. Так что добро пожаловать, господин Стрелков, в наш дружный коллектив. Ну и вот после такой речи господин Гиркин сказал, что да, его зовут Вагнер, но делает это без должного уважения, поэтому он не пойдет. Пригожин оказался прав. Обычное цикло. Сразу же всплыло видео другого персонажа, который про Гиркина немного рассказывает. Вот что касаемо Игоря Ивановича Стрелкова, вернее, Игоря Савича Гиркина, мое отношение к нему всем известно. Абсолютно бездарный поиск числов в военном плане. Все его героические подвиги, о которых он рассказывал, по его кутузовским маневрам, со Славянска, организация какого-то там котла, это все для его лифчиков, его телеграм-канале. Оставление Славянска — это была самая большая глупость, которую можно было в 2014 году придумать. То, что сейчас происходит в Артемовске, какой тяжелый штурм, да еще и до Славянска не дошли. Это всего можно было избежать. То, что он рассказывает, что Славянск был в полном окружении, это все ерунда. Буквально за 2 дня, 3 числа, мы завезли несколько машин с вооружением и с продовольствием в Краматорск. В Славянске спокойно приезжал. Да, украинские блокпосты стояли, и на Харьковской трассе стояли, и вокруг Славянска были, но дороги были открыты, можно было спокойно проехать. Его выход в Славянска, когда он
выходил на Краматорск, Душковка, Константина, Горловка. Как можно соотнести блокировку, заблокированный Славянск и выход такой колонны, где порядка 1000 человек вышло в Горловку. Почему никто об этом не знал? Я 5 числа узнал по докладу командира блокпоста, когда он как кусок дерьма, обложенный бронежилетами, вылез из багажника Марокко. Вот, он долго там в интернете рассказывал, что он приехал на БТРе. В итоге БТР оказался багажником Марокко, где под бронежилетом лежало тело Гиркина. В военном плане тупой, абсолютно тупой человек. Карачун, который был сдан господствующая высота, ну это вообще из рук вон. А ходить с кругами вокруг церкви, ну, много ума не надо. В церковь крестился, ходил с этими флажками, лучше оборону организовал. Ну даже ладно, ты сбежал со Славянска, прошел Краматорск, в Душевке была оборона организована. Руководитель обороны был Васильевич. Можно было остановиться в Душковке, если уже Краматорск, понятно, ниже был. В Душковке можно было остановиться, была организованная оборона, можно было там обороняться. Нет, сбежал в Горловку и сразу меня на подвал загремел. Вот это. Спасибо Бардаю и людям из Москвы, то, что это тело не было просто расстреляно. Я его расстрелял в руку на сердце. Ну и придя в Горловку, рядом с ним в соседнюю камеру загремели его подчиненные за отжим машины. И потом после ухода Стрелкова и его людей с Горловки еще неделю отлавливали их мародеров по Горловке, по Инакиеву. Ну это ж Стрелков же не расскажет, как 5 числа они хотели еще Инакиева штурмовать, когда минеру была дана команда в случае подхода стрелковских подразделений к позициям на глушняке всех валить. Если бы они предприняли попытку штурма Инакиева, как они это хотели сделать, я боюсь, что не дошли бы они до Донецка, там бы они там все под Янакиевой остались. Ну и после этого сдачи Славянска, ну извините, в дальнейшем сдача Карловки, которую 2 месяца наши подразделения с Востоком держали, Карловка была сдана. Ну, сдача Карловки — это уже подход к самому Донецку. Так что все его военные таланты — это в его только телеграм-каналах. Мое личное отношение к Стрелкову — дерьмо редкостное, самовлюбленный проблем. Вот и все. Что про него говорить? Ну, в Симферополе дело натворил в ТП-части, за которую